Вызов был срочный, и водитель решил не дожидаться, пока упрямый пес наконец-то уступит дорогу. Тот решил выйти из машины и попытаться прогнать нерадивого пса. Все его попытки отпугнуть и прогнать настойчивую собаку оказались тщетны. А в процессе того, как водитель пытался отпугнуть пса, тот увидел странную вещь, ведь пушистый зверь все время как будто показывал в одно место. В этот момент водитель скорой начал догадываться, что пес остановил их не просто так. Когда он это понял, тот тут же побежал в машину и показал своим коллегам на тот самый куст, куда все время указывала настойчивая собака. Дежурный врач и медсестра, которые в тот момент были в карете скорой помощи, быстро направились в те самые кусты, которые им показала собака. Медработники были сильно удивлены, увидев в кустах мужчину без сознания. По всем признакам у того был инсульт, и его нужно было срочно везти в больницу. Старый вызов, на который ехали медики, был передан другим, а они включили мигалки, и звуковой сигнал быстро отправились в ближайшую больницу. Как окажется позже, все это спасет мужчине жизнь, и помощь собаки, и смекалка водителя, и молниеносные меры по оказанию первой медицинской помощи. Стоит отметить, что пес, который не растерялся и поступил как какой-то мыслящий человек. Да что уж там, в такой момент даже некоторые люди могут растеряться и не понять, что делать со всем этим делом, а тут самая обычная виду собака. Так вот, пес не бросил хозяина. Даже когда того уложили в карету скорой, сначала тот попытался залезть в нее, но по правилам собак в ней возить нельзя. В итоге, собака всю дорогу мчалась за машиной, а после еще и в реанимационное отделение пыталась прорваться, туда, где медики пытались спасти ее хозяина. Но по протоколам больниц в такое место собак также не пускают. Писелю пришлось ждать момента, когда ее хозяина переведут в обычную палату. Именно в ней они скоро и встретились. Очнувшись, мужчина первым делом увидел собаку и медика, который рассказал ему чудесную историю его спасения, указав на самого главного спасителя пушистого зверя, который лежал на кушетке рядом и обогревал теплой шерстью своего хозяина. Такая история растрогала бы даже самого брутального мужчину, так что слезы на щеках хозяина собаки после прослушивания такой душераздирающей истории были вполне обоснованы. Очень часто мы слышим вопрос от детей, которые спрашивают, а почему собаку называют другом человека? Кажется, что в ответ на этот вопрос им нужно просто рассказывать нашу сегодняшнюю историю. Ставьте лайк, если согласны. Не забывайте подписаться на канал, так вы не пропустите нашу следующую статью.